Поприветствуй зрителей, которые нас ждут. Здравствуйте всем, здравствуйте Инстаграму, Ютубу. Так. Эфир запущен. Так, ну сегодня такой эфир, будете вопросы задавать, я буду пытаться на них ответить, настраиваться на эту... Поактивнее будьте. Да, настраиваться на эту волну, запускать свой мозг на эту волну, переключиться. Потихоньку, я думаю, вкачусь. Потихоньку вкачусь. Уже, блин, очки надо скоро одевать. Так уже со зрением борешься, знаешь. Возраст, как говорится. Возраст. Возраст не помеха, но о себе дает знать. Конечно. То одно, то второе. Нюансики. Возрастные нюансики. Да. Мелкие нюансики. Да. Два человека, отлично, что ставите лайки, спасибо. Как раз, да, поддерживайте лайками. Как, Татьяна, как у вас дела? Три человека уже у нас на ютубе. Нет. Можем задавать вопросы. Да, давайте сегодня посвятим вопросам. У кого, я думаю, там за недельку накапливаются у людей вопросы. Кому-то что-то непонятно, я буду пытаться с этой стороны понять то, что вы у меня спрашиваете, и буду пытаться ответить. Вот, сердечки у нас даже кто-то ставит, спасибо. Буду пытаться ответить. Потому что вот я читал, пишут люди отзывы на ютубе, и я вижу, что люди путают моменты переключения, они пытаются на сильном страхе, на сильной панике, пытаются отвлечься, переключиться. Вот здесь есть момент до где-то до шестибалльной тревоги, там не нужно убегать, там переключение работать не будет, там нужно выдерживать. Переключение уже работает, когда у тебя вот эта сила паники, сила тревоги падает, уходит примерно в шестибалльную. Вот тогда уже начинаешь работать с этим. А люди пытаются на панической атаке, вот это максимально 10 баллов паническая атака, потом попадаешь в такую, переходишь в такую категорию 8-бальной. Это там, где происходит трясучка, вот тебя просто вот колбасит и колотит, и вы пытаетесь от этого там что-то избежать, переключиться. Здесь нужно вот эти 10-балки, 8-балку, нужно выдерживать, чтобы получить опыт. Поэтому вот такой момент, чтобы кто неправильно применяет, пытается на панической атаке там отвлечься, переключиться, там нужно выдерживать, потому что это будет ваше избегание. Вы будете убегать от этого. А не проходя, не давая этому дойти до конца, вы не получаете опыт. В мозгу у нас не остается опыта, потому что ты постоянно ее как бы срываешь вот этим охранительным действием избегания, и мозг это фиксирует, вот эту ситуацию фиксирует как опасность через избегание. Поэтому как бы не было страшно, как бы не было вот это, ну тогда в тех моментах болевых ощущений их еще, вот я вспоминаю, как бы не было. Тебя вот просто гонит дикий страх вверх, вот он гонит, у тебя сильнейшая паника. Я когда не знал, что делать в этих ситуациях, вообще не понимал, как я рассказывал, там выскакивал из машины, начинал отжиматься, приседать, вот как бы раз приседаешь, раз потом замечаешь, что немножко отпустило. И
ночные эти мойки ванны, когда ночью накрывало. Постоянно, чтобы своих не будить, ты уже понимаешь, в ванну несешься, начинаешь ее мыть. Поэтому нужно выдерживать. Второй еще момент такой, понимание принятия. Понимание принятия. Там будет работать таких два фактора. Когда ты находишься тревожно уже с депрессией. С депрессией там никакого принятия нету. С депрессией, наоборот, нужно бороться. Когда вот этот смешанный момент идет. Когда тебя подавляет внутри, то там нужно с ней работать, с ней нужно бороться, а ничего там не принимать. И я так понял, люди делают ошибку, они ложатся и начинают лежать, как бы делать принятие. Но там идет именно мыслительное подавление. Тебя давит мыслями, негативными мыслями. Если уже полная депрессия, у тебя ощущений никаких нету болевых, вот я вспоминаю, а тебе просто в душе вот плохо, тебя давит так, что жить не хочется. Вот. И там никакого неприятия, там наоборот нужно двигаться. Там нужно не лежать, потому что негативные мысли человека полностью захватывают. Про депрессию у меня есть ролики, я рассказываю там, что применять, какие упражнения, как работать с эмоциями, то есть тоже есть целый ролик, даже мы и короткие ролики, и даже я эфир посвящал как работе с мыслями, что такое эмоции, как эмоции работают по нам, то есть на выработку серотонина, также на выработку кортизола, то разбираясь и здравствуйте, Вадим. Разбираясь и понимая все это, ты начинаешь с этим работать. Поэтому, смотрите, важные моменты принятия – это когда ты уже выходишь с депрессивного состояния, и у тебя остается тревожное. Ты уже работаешь именно с тревожным состоянием. Есть такой момент, и принятие – это не значит, что я сел и сижу, я принимаю как бы, либо лежу. А принятие идет такая внутренняя борьба через нехотение этого состояния. Понимаете? И вот нехотение этого состояния, оно усиливает напряжение у человека. Это вот внутренний такой будет позыв, как бы вот ты не хочешь, ты упираешь, вот это я не могу, вот это и есть момент непринятия. И принимаешь через обратное убеждение, как бы это классно и хорошо. Вот так начинаешь трактовать вот эту ситуацию, которая происходит с тобой. И когда у тебя получается принять, тебе становится легче уже за счет принятия. И вот эти моменты помните, в депрессии там наоборот нужно бороться. Там как бы нужно бороться. А вот уже когда остается одна тревога, там уже начинаешь идти через принятие этой тревожности, ну и соответственно работаешь дальше. Вот, поэтому не путайте, как вот эти два состояния различить между собой. Сейчас попытаюсь я обрисовать. При депрессии, смотрите, при депрессии будет внутренняя подавленность. И будет состояние, что вот человеку ничего не хочется. Не есть, не пить, особенно ничего вот не делать, какие-то дела, у него нету будущего. То есть ему жизнь становится неинтересна. Один момент. Второй момент. Как определить, даже я как-то рассказывал, как родственникам определить у своего человека родного, там, дочь, мать, муж, это человек перестает ухаживать за собой. Он перестает умываться, он, то есть перестает, ему без разницы становится, во что он одевается, вот как бы
идет такой момент, как по-белорусски говорится, обыяковости. То есть безразличие у человека идет вот такое безразличие ко всему, у него теряется полный интерес. Вот это будет вот именно момент депрессивного, тревожно-депрессивного состояния. Вот как вам в себе различить вот этих два момента, где вы путаете принятие и между борьбой, где нужно бороться, а где нужно принять и работать. Понимаете? Вот эти два состояния. Депрессия, боремся, там идет депрессия, может смешанная быть с тревожностью, депрессия. Вот это именно подавленности, вот этой ничего тебе не хочется. Вот такой момент вы ее почувствуете, это состояние. И когда у тебя уже потом остается одна тревога. Вот только именно одна тревога. Вот эти два состояния вам, вот я рассказал, как их различить. Вот там нужно бороться, вот здесь нужно во втором моменте принять вот эту тревожность. Принять эту тревожность и дальше работать с ней. Была утренняя тревожность. Так, еще поддерживайте канал лайками, ставьте лайки, чтобы YouTube предлагал наш канал и больше людей могло входить на наш чат, на нашу трансляцию. Будем вам благодарны. Так, утренняя тревожность плюс другая симптоматика. С техником все постепенно прошло. А вот пару дней назад снова появилась утренняя тревога. Так, Ольга, смотрите, мы, люди тревожные, у нас бытует такое мнение, и я думаю, это будет у большинства людей, то есть вот этого тревожного состояния. Какое же мнение бытует? Мы хотим, чтобы у нас никогда не было тревожного этого состояния. То есть в наших помыслах, что вот я пройду этот путь, и у меня тревоги никогда в жизни не будет. Вот так мы думаем. Так мы думаем. А действительно ли это так? Если мы посмотрим, как на самом деле, то это не так. Тревога, она дана нам природой. То есть тревожность испытывает каждый человек. Каждый буквально человек. Ну, я думаю, 95% людей, чаще, больше, меньше, но все испытывают проявление тревоги. Это такой защитная реакция. Мозг через тревогу сообщает нам об опасности. И поэтому, Ольга, смотрите, я думаю, у вас осталось вот это убеждение в мозгу, что я прошла, и у меня ее никогда не будет. Но тревога у нас возникает из-за разных ситуаций, то есть, назовем их стрессовых ситуаций, а стрессовая ситуация – это ситуация опасности. И у человека сразу же будут возникать волнение, тревожность, понимаете? То есть это нормальное проявление, но в нашем убеждении, нашем неправильном убеждении, что если я пройду этот путь, то тревоги у меня не должно никогда быть. Вот какое у человека мнение, то есть, я про себя говорю, у тебя мнение. Но когда ты это начинаешь понимать, что тревожность это неотъемлемая часть нашей жизни, то ты начинаешь менять свое убеждение вот через это сознание, через осознанность. И значит, как нам нужно правильно выстроить свое убеждение, что пусть она появляется, но я с этим справлюсь. Понимаете? Она будет появляться в какие-то периоды на протяжении там у нас всей жизни. Но наша задача справляться с этими ситуациями. Вот основная задача КПТ, когнитивно-поведенческой терапии. Это учиться
справляться со стрессовыми ситуациями. И кто владеет этим, он намного быстрее выходит вот с этих стрессовых ситуаций за счет своих навыков. Если мы сравним с обычными людьми. Понимаете? Обычный человек, он же не знает, вот у него стрессовая ситуация произошла, и он что? Он ходит, вот переживает, жует эту ситуацию, волнуется, там, ой, я не могу, ой, там это, ой-ой-ой. А ты, когда это знаешь, ты как бы мысли эти, все, что было, то прошло, чик, убрал и переключился. Все. И, конечно, спокойствие к тебе быстрее придет, то есть твоя тревожность быстрее спадет. Ну, скажем, нервная система это успокоится быстрее, потому что ты не жуешь эту ситуацию. Либо ты начинаешь эмоциями работать. Да, вот она произошла, мозг отреагировал, телесность у тебя произошла, все, ты начинаешь хохотать, ходить, какая классная погода, какая природа. Все, ты пошел на переключение, ты начинаешь вызывать у себя положительную эмоцию, значит, что происходит? Значит, все, у тебя пошла активация серотонина, и ты за счет вот этого, скажем, увеличения интенсивности выработки серотонина, твой эмоциональный фон выравнивается. И все, ты как бы отрабатываешь стрессовую ситуацию, все, нормализуется твое состояние, уходит тревожность, телесность пропадает, все, ты на радости как бы приходишь в норму и занимаешься дальше своими делами. А люди же этого не знают. Они попали в стресс, и все, они в ловушку попали и сидят в нем. Где нужно выходить, они наоборот себя накручивают, ходят. А еще зная, как работает мозг, в эмоциональных перенапряжениях ты вот в эту мыслительную ловушку попадаешь, вот как тебя как магнитом туда только и всосало. И все. А зная, что тревога воздействует на наше мышление, то есть оно искажает наше мышление, все, ты за счет мышления держишь свою тревожность, а тревожность влияет на мышление. Вот ты в колечко попадаешь. То есть все, у тебя тревожное мышление, ты про это думаешь, жуешь эту свою тревожную ситуацию, соответственно что? Мышлением подпитываешь тревогу, а тревога влияет на мышление. И вот ты в таком как бы залипалове ходишь, понимаете, как это работает? Вот, поэтому, Ольга, все, вспоминайте все то, чему я вас учил и чему вы научились. Вот. И все, и применяйте эти приемы, выравнивайтесь с этой тревоги. Там, если мышление, мысли убирайте, как бы, я думаю, вы знаете, что делать. Вот. Так, кто не подписался, подписывайтесь. Нажимайте подписаться, потому что выйдете, потеряете канал. И помните, не забывайте ставить лайки, тогда будет открываться больше людей, начнет попадать к нам на канал. Так, Ольга, надеюсь, я вам ответил. Там уже смотрите, от чего у вас запускается тревога, и уже исходя из этого работайте сами, потому что отсюда мне трудно как бы увидеть. Супер, спасибо. Так, Валерия. В последнее время испытываю тревогу при нормальном давлении и спокойном пульсе. Меня это пугает. Постоянно измеряю пульс и давление. Также есть тремор ног, когда встаю. Боюсь, что упаду. Страх за здоровье. Так, Валерия, первое, понять, мы тревожные люди, а почему вы пугаетесь, что у вас нормальное давление и спокойный пульс при спокойном пульсе? То есть вы связываете пульс и давление. Смотрите, что такое пульс? Пульс – это частота сокращения мышцы нашего сердца, правильно? Чем выше пульс, сердце качает, значит что? Будет выше давление.
А почему вы этого пугаетесь? Вы просто думаете, что при спокойном пульсе должно быть какое-то другое давление, чтобы продолжить освободить место на устройстве. Не надо, ничего, Выбрать нормально. это. Вот в ногах, ступнях безумное напряжение. Когда стою, очень их напрягаю автоматически. Смотрите, вот это, думаю, с пульсом вы поняли. То есть я вам объяснил. Дальше, вот этот по ногам, Валерия, смотрите, что у вас происходит. У вас страх того, что вы упадете. И вы начинаете как бы себя пробовать держать за счет напряжения мышц. То есть вы пытаетесь контролировать ситуацию. А любой контроль ситуации что? Вызывает напряжение. Напряжение. Если вам я задам вопрос, а вы хотя бы раз падали, Валерия, вы не падали ни разу. Но вы боитесь... Падал, да. Где? Да, ответила. Падали. А при каких обстоятельствах вы падали? Нет. Тут... Нет. Так, то нет, вот. Я тоже думал, что нет, но вы написали сначала да, потом я стал думать. Ну, возможно, мы можем упасть, но, например, за что-то зацепиться, споткнуться. То есть надо четко понимать, какая была ситуация. Вот, первое. Нет, не падало. Смотрите, у вас есть идея, правильно, что я могу упасть, если я отпущу контроль, не буду так вот себя держать, напрягать, то я упаду, верно? Вы так думаете. Правильно я угадал? Валерия, угадал я? Вы думаете, если вы перестанете держать себя, да. Но смотрите, это у вас идея. А что такое идея? Идея, убеждение, это не факт. Вы так думаете. И вы в это верите. А я говорю, что когда вы отпустите контроль, вы не упадете. И у меня тоже идея. Но у меня есть факты. Потому что вы не первый человек, который пытается держать контроль. Вот вы, вот этот страх упасть, вот я знаю, ну, определенного тоже количества людей. Они пытаются себя контролировать. Вот что вы делаете, контролировать. А любой контроль будет вызывать напряжение. А почему? А потому что, когда ты себя контролируешь, то мозгом трактуется как опасность, а значит нужно быть начеку. Понимаете? Вот за счет контроля вы думаете, что вы упадете, и это как бы мозгом воспринимается опасно. Значит, тебя нужно держать. Значит, он что? Он сгруппировывается, вот идет это напряжение. Вот. А чтобы нам оспорить эту ситуацию, вот, давайте я приведу на таком примере, может пример будет такой интересный, но он мне как-то в голову пришел. Вот давайте представим, что ко мне вот в гости в Беларусь приехал человек, например, с Антарктиды, там, где нету деревьев. И он ни разу не видел, они, не любители смотреть там телевизоры, либо смотрел телевизор, и вот он приезжает ко мне в гости, видит дерево, деревья растут, и у него возникает идея, что я сейчас подойду к дереву, ударю ногой, и дерево поломается. И он мне говорит, ой, я ногой ударю, и дерево поломается. А я ему говорю, нет, дерево не поломается. Получается, он верит в одно, получается, я верю в другое.
Но в отличие от него у меня есть факт. Я же пробовал, как бы, ну не пробовал, видел, знаю, что ногой дерево не сломать, а можешь себе ногу сломать. А он не имеет фактов, но он верит в это. У него убеждение, что он от удара ноги сломает дерево. И значит, что нам нужно с ним сделать? Нам нужно провести как бы следственный эксперимент, чтобы он подошел и ударил ногой по дереву. И вот когда он бьет ногой по дереву, нога начинает болеть, дерево стоит, и вот он получает опыт. Все, вот он получил, что я-то дерево не сломаю ногой. Вот как это работает, понимаете? Поэтому вам нужно отпустить контроль. Отпустить контроль. Но что произойдет? Что произойдет? У вас сразу будет подниматься страх, тревога. Отпуская контроль, вот параллельно отпусканию контроля у вас будет усиливаться страх, то есть нарастать тревожность. Вот как только вы начнете его отпускать. Но ваша задача не возвращаться обратно на контроль. Отпуская контроль, не возвращаясь на контроль, выдержать ситуацию до конца, чтобы получить опыт. Кто вот сильно сформированы такие убеждения через вот эти обряды, либо охранительные действия, то чем мы больше делаем, тем сильнее вот это, то есть поведенчески делаем, тем сильнее у нас убеждение это укрепляется. И поэтому, если человек долгое время делал такое поведение, то у него тогда будет сильнее страх. Сильнее страх поменять это поведение, изменить эту ситуацию. Понимаете, как оно будет работать? Поэтому у вас будет нарастать страх, тревога, но ваша задача выдержать, не возвращаться назад. Самое страшное это сделать первый раз. Если уже сильно укреплено, то вы долгое время так делали, то ваше убеждение будет сильно уже там укреплено. И поэтому у вас получится, может возникнуть сильный страх. Понимаете? Возможно не очень сильный, но задача, поставленная вам, понятна, это отпустить вот этот контроль. Как бы на произвол отпустить ситуацию. И дальше по трактовке я упаду. То есть это мысленно идет трактовка. Ой, я упаду. Упаду и что случится? Допустим, предположим, чисто гипотетически. Я упала. И что? Упала, встала. Правильно? Или какая у вас трактовка? Есть такая, я упаду, опозорюсь. Или там я упаду, еще чего-то. Или просто страх упасть. Вопрос, какая у вас идет мыслительная еще трактовка. Вот просто себе говорите, упаду, подымут, или упаду, встану, когда вот эти мысли появляются, и отпускайте контроль. Раз за разом, понимая, что нужно делать, все, отпускайте контроль. Потому что вот этот контроль, он и держит вас в напряжении, а вот от этой тревожности, от этого напряжения, вот и это состояние в ногах у вас, понимаете? Вот это перенапряжение, потом оно может варьировать, ватность переходить, то есть вот меняться специфика вот этих симптомов. Понимаете? Но это все делает, вот эта тревога, делает напряжение, ватность. Все это противная тревога работает. Понимаете? Поэтому все, я думаю, Валерия, вы поняли, что нужно делать. Так, добрый вечер. А сейчас тревога, потому что раньше были атаки панические, сердцебиение повышенное. Вот Валерия. Все правильно, смотрите. У нас давление поднимается от чего? От страха. От страха. Сердечная мышца начинает сокращаться.
Потому что по сердечной мышце работает нейроадреналин. То есть адреналин делится на две части. И одна часть, которая называется неоадреналин, работает, это химический состав, именно работает по нашей сердечной мышце, чтобы она сокращалась. Понимаете? А это именно делает страх. Это момент бей-беги. То есть нужно повысить давление, чтобы снабжать кислородом наши органы. Нужно больше кислорода, потому что предстоит физическая нагрузка. Вот это как работает. А теперь вы убрали как бы страх. Вы убрали страх, соответственно, что? Нету опасности. И у вас сердце работает в простом ритме. Но может быть после длительного стресса еще происходить, интересно, такая обратная реакция. У человека может наоборот понижаться пульс. То есть наоборот сердце начинает, если на страхе идет быстрое вот это сокращение, то там идет наоборот такое замедленное, более медленно работает сердце. И еще есть такой интересный момент, наш мозг реагирует, то есть мозг реагирует на стрессовую ситуацию двумя способами. Первый это как бы убегай, вот это когда сердце у тебя, все это убегай, там бей, убегай. И второй момент это такого похожего как замри. Вот если мы вспомним, вот, например, как я рассказывал про автомобиль, представьте, человек переходит дорогу, и вот он, идет, вот, например, с телефоном, вот он в телефончик вставился, идет, чи-чи-чи, там, чи-чи-чи, и резко тормозит автомобиль. То есть он его не видел, здесь резко тормозит автомобиль. Вот здесь происходит мгновенная реакция, интересно уже как мозг сработает. Один отпрыгнет как бы оба, то есть уже на автоматически он отпрыгнет, не осознавая этого. А второй наоборот обмякнет. Вот он раз и как желе всплывет, понимаете? Вот это уже реакция мозга на стрессовую ситуацию. И вот интересно, когда я выходил с этого состояния, когда меня страх гнал наверх, изначально это вот сердцебиение, у тебя страх гонит. А потом у меня в какой-то период я начал ловить обратку. При стрессовых ситуациях меня как бы опустошало. Вот тебя как бы, ты наполнен, например, энергией, водой, а потом из тебя резко она вылилась. Понимаете, вот ушла как бы раз. И ты вот, я еще рассказывал, такое вот сердце, как тряпочка, кажется, оно сейчас оторвется. Вот оно такое, как говорят, наверное, заячье. Я думаю, вот это будет заячье называться. И ты вот обмякаешь реально, у тебя нету сил. Я еле до дома доходил, потом, наверное, полчаса вот на кровати лежал, пока у меня кое-какие силы появятся. Я тогда уже мог там по квартире передвигаться, понимаете? То есть было такое, я называл это паническая атака наоборот. То есть она шла как бы на опустошение. Тебя вот как будто раз и в одномоментно все опустошает тебя, оба и все, и ты такой становишься как ватный, вот ты обмякаешь прямо. Вот такие вещи происходят. Поэтому, помните, в этом расстройстве одну из главных задач это не пугаться. Вот то, что с тобой происходит, не пугаться. Но, как интересно, ты как бы учишься не пугаться только тогда, когда ты получаешь знания. Знания, что с тобой происходит в данный момент. То есть знания дают понимание, что ты не умрешь. И вот так убирается страх, понимаете? Один из моментов. Именно за счет знаний. За счет знаний. Вот есть такой фильм интересный, американский, называется «На грани». На грани. Там как на Аляске такой самолетик, как бы, маленький самолетик частный, полетели там куда-то они в какое-то место и потерпели катастрофу на Аляске. И вот там было три мужчины разновозрастные. Одному, наверное, было около 30 лет, второму вот примерно как мне.
и третий мужчина, ему было там 60, то ли 60 с чем-то. А вот этот самый возрастной мужчина, он был каким-то миллионером. Он был миллионером, и он очень много читал книг. Он очень много читал, то есть разноформатных книг по разным тематикам, и поэтому он обладал большим как бы у него было очень много информации по разным структурам, и из-за знаний, как что делать, вот как работать, как там же он изучал психологию, и вот что интересно, что вот эти люди, которые были моложе, которому было там около 30 лет, а второму там 45-47, у них паника запускалась, то есть они паниковали, а вот этот мужчина в 60 лет, он за счет знаний психологии, я так думаю, владением тоже своим мозгом, своими эмоциями, он не паниковал, а потому что на панике человек не соображает. У него все идет влияние на мыслительные процессы, начинается что? Самозапугивание, катастрофизация у людей начинается. А за счет сохранения то, что называют самообладание, то есть способность сохранить спокойствие. Способность сохранить спокойствие дает момент рационального мышления, то есть работе префронтальной коры головного мозга, логического мышления. А это работает от знаний. От знаний. Когда у человека много знаний, то человека, скажем так, если поместить в какую-то нестандартную ситуацию, то у него больше шансов справиться с этой ситуацией, чем тому человеку, у которого меньше знаний. Понимаете, вот я бы сказал как-то так. Вот очень интересный фильм, и когда его уже смотришь вот с позиции психологии, то очень интересный фильм. Так что рекомендую вам посмотреть. Называется «На грани». На грани. Так. Смотрите, самостоятельная психология. Вот это все ваши ощущения, это делает дереализация. Дереализация, то есть вот эта неадекватность восприятия внешней среды делает дереализация. И что вы делаете? У вас есть идея, вот тоже, как бы скажем, идея, перестану ориентироваться в пространстве. А что произойдет? Вот чисто вы не перестанете ориентироваться, но бывают такие моменты, даже провалы, люди там на доли секунды могут зрение терять. А что произойдет? Продлите мне свою мысль. Вот, перестали вы ориентироваться в пространстве. Что дальше? Что ваша идея, что вам выдает вам мыслительный процесс? Что дальше произойдет? Вот представим, перестали вы ориентироваться. Вот, есть момент этот наступил. Что дальше? Самостоятельная психология. Что в вашей трактовке произойдет дальше? Смотрите, если и происходит вот эта дезориентация, она будет там считанные секунды, понимаете? Это будет, считанные секунды, и то это как бы редко бывает. В глазах выключится свет. Смотрите, что бы я вам посоветовал. Вот вы двигаетесь на машине. Но, конечно, если мы в потоке идем, то трудно выйти с потока машин. Если вы еще по МКАДу едете по средней полосе, то с двух сторон машин. Держитесь правой полосы, но не используйте ее как охранитель. А просто, когда вот чувствуете, что начинается вот эта уже такая сильнейшая дереализация, встаньте на аварийке, на обочину и подождите, пока она пройдет. Но здесь самое главное
страх убирать вторичный, потому что страх ее усиливает. Понимаете? Да, есть такая информация, что люди могут даже там на секунды зрение потерять. Но это на секунды, понимаете? А в вашем понимании, что я там все вот, да, и буду там полдня без зрения сидеть. Вот какая трактовка мозговая идет. А там это доли секунды происходит. И то это не у каждого бывает. Это такой нечастый момент, но хотя это бывает. Поэтому, ну, раз это все тревога делает, страх. Вот эти все галлюцинации, вот эту неадекватность. Вот здесь задача понимать это, что с тобой, главное, ты не умрешь и не сойдешь с ума. Ничего с тобой не произойдет. И поэтому, чтобы вот это все понизить и убирать, один из моментов, это надо убирать вторичный страх. И это нужно работать с мышлением, вот с этим своим самозапугиванием. Когда человек делает неправильные выводы, мозг ему транслирует. Понимаете? Вот здесь в совокупе убираешь вторичный страх, одновременно работаешь с мышлением своим. Понимаете? Еще есть такой интересный момент, я где-то читал, но это не делал, ну, как бы в психологии называется шторм. То есть человек садится и начинает раскручивать все свои страхи до конца, вот, чтобы его разгоняло до конца, как бы, ну раз, вот второе. Ну это как бы как паническая атака, вот ты одна, вторая, то есть ты это проживаешь, и потом у тебя страх уходит из-за того, что ты опыт получаешь, что ты думал, что будет так, но так не произошло, понимаете? Ну все правильно, а после этого, смотрите, вы испытываете стресс, как устроен наш организм. Свет включится, не доеду до дома. Вот смотрите, ситуация, вот Вадим тоже. Смотрите, что у вас происходит. Как у нас работает организм. После любой стрессовой ситуации нужно организму восстановиться. Знаете что? Происходит слабость. Вот у тебя такая полная, как бы, как один из эффектов. Понимаете? Стресс сильнейший, а потом организму отдыхать надо. Вам еще хорошо. Я уже попал в такую ситуацию, когда я уже находился постоянно на страхе. У меня уже не отпускало, как бы можно сказать. Ты вот только чуть-чуть, ты снова паника, и вот это ты вот так круглосуточно живешь. А слабость, это после стресса происходит слабость. Организм отдыхать начинает, ему как бы восстановиться нужно. Поэтому потом испытываете вот эту слабость. Здесь задача не пугаться. Вот я вам объяснил, к вам пришло понимание, и теперь, как бы осознавая, вот делается то, что я вам рекомендую. Не с мыслями работайте, не запугивайте себя. И второе, вот что будет, остановился, вот просто перетерпел. А вы, скорее всего, вы начинаете метаться. Вы начинаете там, может, в этой машине там дергать там ну там непроизвольно происходит, это уже рефлексы работают, там человек там что угодно, за ногу щипать, там кнопки там тыкать в этом магнитофоне, вот он рефлексорно работает, понимаете, он как бы избегает эту ситуацию. Вот. У меня это отходит в течение часа, состояние, конечно, жуткое. Ну вот, Вадим. Я уже у вас вижу слово максимализма, которым вы обозначаете эту ситуацию. Жуткая. А то, что мы себе говорим, мозг это воспринимает буквально. Вы на эту ситуацию ее обозначаете. Жуткая ситуация. И мозгу это фиксируется. А жутко это вот трэш, жесть, жутко. Это такие слова максимализма. То есть все, что может быть максимально. И когда вы вот эту ситуацию обозначаете, жуткая ситуация была. Все, она закреплена в мозгу как такая катастрофическая, самая максимальная. А нужно говорить чуть-чуть, ничего страшного, немножко, чуть-чуть, ничего страшного ситуация. Убирать вот эти слова максимализма. И когда ты начинаешь говорить уменьшительно, обозначать эти ситуации уменьшительно-ласкательными словами, мозг их так и воспринимает.
Ай, хозяин говорит чуть-чуть, немножко, ничего страшного. Значит, все, страх этот начинает уменьшаться. Понимаете, как это работает? Да, вялость. Ну вот это восстановление. После стресса организму нужно восстановиться. И поэтому происходит вот этот момент сильной слабости и вялости. Так, подписывайтесь, не забывайте. Не забывайте. И также ставьте лайки, не забывайте. По возможности, кто имеет возможность, поддерживайте нас в плане материальном, тоже в этом нуждаемся. Вот, так, еще у кого есть какие вопросы? Еще такой вопрос, почему, когда думаю про работу, тревога зашкаливает. Смотрите, тревога зашкаливает. Думаю про работу. Вот у вас будет два смысла. Работа связана как с зарабатыванием денег, либо сама работа как объект. Если тревога возникает из-за самой работы, то ваша работа это будет являться вашим триггером. То есть помещение, здание, там, директор, либо еще чего-то. Именно будет некий объект, который вызывает у вас тревогу. У вас в мозгу он будет зафиксирован как опасность. Как правило, вот много людей, они перед своими начальниками, у человека возникает тревога, понимаете, потому что начальник у нас в мозгу вложено, то есть у нас наш мозг состоит из убеждений. Есть плохое, есть хорошее. То есть вот с этих партеров у нас партеры убеждения. И поэтому есть люди волнительные, тревожные, вот как к врачам идем, белые халаты, некоторые начинают все тревожиться, потому что в мозгу это опасность, здоровье, а вдруг у меня то, а вдруг то. Также и работа, а вдруг меня уволят, а куда мне потом такая трактовка идет, и человек боится там начальника, именно, некий раздражитель будет в самом этом месте, вам нужно понять, какой раздражитель, найти его, то есть триггер, как говорят, триггер, и его нужно отрабатывать, поэтому тут нужно понимать, тревога либо из-за самих денег, либо тревога именно работы как объекта, где ты работаешь, там что-то у тебя триггерное. Да, деньги это очень, это распространенный триггер, если раньше у древних людей это был тигр, то есть стрессовая ситуация, тигр самовыживания, то в нашем современном мире это деньги, финансы у людей вызывают тревогу, потому что на деньгах все завязано, без денег мы никуда, и поэтому для человека, современного человека, эти деньги это как для древнего человека хищники, понимаете? И поэтому здесь нужно обесценить эту ситуацию. Но очень интересно такой момент, и когда начал все обесценивать, мне вообще пофиг все стало. Мне абсолютно по барабану, там, работы, там, еще чего-то. Вообще я ходил такой, потом думаю, нет, так не пойдет. И таким пофигистом стал, полным. Честно я вам говорю, на месяца 3-4. Мне пофиг все было. Я обесценивал все, да мне пофиг, мне все равно. Только мысли, да мне пофиг, мне все равно пофиг. И пофигистом стал, потом думаю, нет, дела так не пойдут. Я понимаю, что надо работать, кормить детей, что это мое сформированное убеждение, где мне все по барабану, так не покатит, надо все внедрять новые убеждения, то есть, осознаешь это. А так я вам говорю, говоришь, да мне пофиг, мне все равно, как будет, так будет,
вот там через какое-то определенное время вы посмотрите, как вам станет все по барабану. Вот, когда эти мысли появляются уже, да мне пофиг, мне все равно. То есть задача что? Оспорить ситуацию. Оспорить ситуацию. Сначала оспаривается сама ситуация, но потом могут оставаться тревожные мысли. Тревожные мысли. Вот есть интересный момент, вот где-то говорится подержать их в голове. Подержать их в голове. Как бы вот она приходит, а ты просто злишься, выдерживаешь ее. Вот. Я еще помню, вот как я рассказывал, картинки ты вводишь вот с детской игры, вот эти маленькие денежки, и мозг воспринимает их как за ненастоящие, значит он на них не реагирует. То есть вот такие интересные моменты происходят. Я с мозгом очень много экспериментировал, осознавал, вот на себе ты просто тренируешь, я уже много техник знаешь, понимаешь, как это, все время ребусы слаживаешь, вот ты как свой подопытный кролик. То есть ты как бы на себе тренируешься, понимаете? Ты на себе эксперименты как бы проводишь. Вот. Ты как такой мазохист, понимаете? Берешь и начинаешь над собой издеваться. Эксперименты. Так делаешь, так делаешь. И вот ты как бы экспериментируешь постоянно, убеждения там меняешь. И все, и именно делаешь на себе. Не кому-то говоришь там, вот делай так, 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 а из него как бы потом спрашиваешь, он тебе отвечает, и с него опыт как бы думаешь там, с него уже делаешь выводы, а именно из себя. Я много на себе экспериментировал. Но цели в голове нету. Это тоже тревожит. Но понимаю, что надо деньги зарабатывать. Да, вот цели в голове нету, понимаете, вот здесь такой интересный момент. Вообще человек, вот я как-то думал об этом. Люди теряются в жизни, то есть происходит такой момент опустошенности, когда у человека нету цели. Цели, это я вот даже по себе говорю, цели. Вот когда у тебя нету цели, у тебя какая-то, говорят, вот жить в моменте здесь и сейчас. Здесь и сейчас, но это когда ты находишься в тревожном состоянии, у тебя высокая тревога, и у тебя мозг ломает, там у тебя будущее, прошлое, мозг просто ломает, как бы искажает это мышление, и это самое. И получается такой момент, что это самое, у тебя трактовка будущего, она ломается, и у тебя вызывает вот эту тревогу. Вот тогда нужно жить как бы в момент здесь и сейчас, ты в момент уходишь. Вот это интересная такая вещь, когда вот ты в этом находишься, там реально ты только переключаешься вот в то, что вокруг тебя. Но уже когда ты выходишь и у тебя проецируется уже жизнь вот это, ну скажем так, нормально, в которой ты живешь, то там, конечно, у тебя должна быть цель. Даже с депрессией. Я выходил из депрессии, один момент, один из основных моментов, что я делал, это я ставил цель. То есть я рисовал себе будущее. Когда ты начинаешь в мозгу рисовать себе будущее, вот то, чего ты хочешь, то мозг начинает над этим работать. А значит, что произошло в депрессии? У меня реально не было завтрашнего дня. У меня реально не было завтрашнего дня. У меня в мозгу в депрессии завтрашний день отсутствовал. Он был стер там. Все. Вот у меня не было. Не было мыслей про завтрашний день. Все. Понимаете? И я стал внедрять себе в мозг специально, как бы видеть, рисовать себе завтрашний день. Вот чего бы я хотел, вот чего бы меня радовало. Вот я понимал, как устроен и работает мозг. Это один из моментов, что я делал. Я стал залаживать себе видение завтрашнего дня. То есть я начал делать в мозг закладку, активизировать
свой мозг на жизнь, чтобы он увидел, что жизнь еще не закончилась. Потому что на самом деле, как я говорил, депрессия это момент самоликвидации. Понимаете? А чего не видно, сколько людей? Ну, я не знаю сейчас. Это момент такой самоликвидации, поэтому у человека в депрессии, у него, получается, нету завтрашнего дня. Вот у меня было, я четко это помню, вот завтрашнего дня вообще не было. Вот так, не забывайте подписываться, нажимайте подписаться кнопочки, кто как бы только зашел на канал, и ставьте, пожалуйста, лайки, не забывайте. Ну и про поддержку, конечно, ребята, нуждаемся в средствах. Вот. Так, и поэтому вернусь назад к тревоге. Смотрите, вам нужно второй момент, но понимаю, что надо деньги зарабатывать. Вот здесь такой момент, самостоятельная психология. У вас будет должествование. Вы мне сейчас проанализируете, хотя вы можете не заметить, но возможно заметите, используете ли вы в своей повседневной терминологии такое слово «я должен». Вот ответьте мне, пожалуйста, на этот вопрос. Страх, что там плохо станет. Вот это, смотрите, страх, что там станет плохо. Вот этот момент, это момент будущего. Тут вот и момент будущего. Вот мне бы, понимаете, нету полной картины, чтобы вам объяснить, как работать, но попробую привести примеры, будете экспериментировать. Первое, когда приходят эти мысли, отделиться от них, сказать, будет хорошо, отделиться и переключиться в момент здесь и сейчас. У вас, скорее всего, у вас будут идти вот эти воспоминания, как вам было плохо. У вас, смотрите, что у нас получается. Когда ты находишься в этом расстройстве, ты получаешься в ловушке, ты себе оно потом увеличивается, как снежный ком. Тебе сначала в одном месте тебя накрыло, потом уже два места, где тебя накрывало. А мозг каждый раз, где тебя накрывает, он запоминает это место как опасность. Понимаете, что происходит? Он это место запоминает как опасность. И в следующий раз оно уже потом происходит, либо ты попадаешь в это место, он реагирует, что опасность, либо он тебе уже все рисует заблаговременно. Вот ты собрался куда-то идти, а у тебя в мозгу уже сформировался партер, у тебя уже осталась картинка в памяти, и он тебе воспроизводит, что там будет плохо. И тебе может реально сразу же только от воспоминания становиться плохо. Вот как оно работает. Но это приходят мысли. Поэтому задача оспаривать эти мысли. Как бы отделяться от них. Не давать им на себя воздействовать. Вот это то, что я вам и говорил, что будущее, прошлое и настоящее в руминации, оно будет вызывать тревогу. Здесь единственный момент, по которому надо работать, это уходить в момент здесь и сейчас. Понимаете, как это работает? Уходить в момент здесь и сейчас. И когда мы будем понижать тревожность, когда мы будем работать с мышлением, с эмоциями и осознанием, что с нами происходит, понижается тревога. А зная, что тревога тоже воздействует на наше мышление, что она ломает как бы один из моментов, она тоже воздействует на наше мышление, включаются эти катастрофизации, также эта память, когда мы были в местах, как я называю, триггерные зоны. У меня вся квартира была триггер полностью. Мне в ванной
крыло там, меня все время крыло, тут крыло, там крыло. И ты вот ходишь, Слава, не сбиваешь с мысли, и ты вот ходишь по квартире, и тебя везде кроет. И у тебя все уже в памяти, у тебя один стресс, понимаете? В твоей голове формируется один стресс. Потому что про что бы ты ни подумал, куда бы ты ни зашел, тебя все время кроет. Все. В твоем мозгу одни поломанные шаблоны. То есть парты, убеждения, вот этот способ мышления весь поломанный. Получается, в твоем мозгу ты находишься в стрессе, кругом один стресс, понимаете? Оно там все отпечатывалось, мозг запоминал, и вот он там сформировал вот такое видение, такое мышление, все, вот это, тревожно-депрессивное, везде опасность, везде опасность, везде опасность. Вот. Поэтому я пока разбирался, вот, мой специалист мне помогал, и ты постепенно доходишь, как ты выходишь, как ты с этим работаешь, и вот где у тебя получается такой момент, как бы переключиться на другое, ну, иными словами, не думать вот про свое состояние, и вот эти мысли, когда постоянно приходят про будущее, про завтрашний день, про вчерашний день, и вот они все у тебя искажены тревогой, плюс сформировано это мышление, и ты реально в такую ловушку попадаешь. И тебе все, ты закручено полностью. Понимаете, как это работает? Поэтому отделяйтесь от этих мыслей. Вот у меня где-то в наших эфирах, вот я не знаю, здесь и сейчас я рисовал, по-моему, было. По-моему, где-то я рисовал вот эту схему, как работает мозг в тревожном состоянии, как вот эта схема работает в голове. Понимаете? Вы увидите вас за помощью к вам. Третий раз благодарю за работу над мне на 2 года. Здесь с паникой справилась. Благодаря вам теперь еще бы избавиться от кольчуги. Так, кольчуга. Кольчуга, это, понимаю, у вас идет сдавливание грудной клетки, да? Кольчуга. Ирина, напишите. Ну вот же написала. Отдышка, спертость, боль в грудной клетке. Трудно заснуть, не могу расслабиться, засыпаю, пока не вымотаюсь под утро. Ну, Ирина, я вас помню, я ваш ник знаю. Вот, смотрите, это работает вот это перенапряжение как бы наших мышц, так называемый кардионевроз. Вот здесь от сжатия грудной клетки, то есть, смотрите, мышцы, спазмируются наши мышцы. То есть, они раз, грудная клетка ужимается, соответственно, что? Соответственно, там немножко может и сжимаются, получается, наши легкие, понимаете? Плюс будет такой момент идти еще спазмирование именно вот в шейном отделе, как бы тоже спазмируются мышцы. И поэтому у человека получается такой момент, может быть ком в горле, либо будет такой момент нехватки воздуха. Вот отдышка, ну нехватка воздуха, спертость. И что вы начинаете делать? Ирина, вы начинаете пугаться этого. А еще, я думаю, вы можете начинать хватать воздух, пытаться дышать. Вот это, кто-то пытается, вот у него грудь сдавлена, он пытается полной грудью вздохнуть, понимаете? Вот эти попытки идут. Но здесь страх, что ты якобы задохнешься, и ты пытаешься вот этот воздух хватать, вот как собака. У меня есть ролик про нехватку воздуха. Вот там я рассказываю на примере собаки, когда собака кросс пробегает, и вот так язык этот вываливает и начинает вот этот воздух. Человек что-то похожее делает. Он боится, что он задохнется и что он начинает. Вот
воздух хватать, но грудная клетка-то не разжимается, и получается вот такое дыхание, оно прерывистое. Но человек, он пытается вот схватить, вот. И в этот момент человек может сделать, понимаете, какую вещь? Он может сделать еще гипервентиляцию себе. Вот этой хватанием этого воздуха делает гипервентиляцию, и у человека бух начинает, вот голова кружится, вот он плыть начинает. Смотрите, что такое головокружение? Головокружение у нас будет в двух обстоятельствах. Это либо перенасыщенность кислородом, либо нехватки кислорода. Понимаете? В той и в той ситуации будет головокружение. Вот давайте вспомним. Лес, природа, мы выезжаем из города, приезжаем в лес, выходим, гуляем по нем, гуляем. Минут через 20-30, у кого-то 15, что у вас происходит? Но это надо наблюдательным быть. Вы начинаете вот немножко плыть. Вот такое ощущение, как будто ты вот, я скажу, такую рюмаху водочки или коньячку закинул, девушки, женщины, бокал большой вина как будто выпили. Вот у тебя такое начинается состояние головокружения, как будто ты выпил. Понимаете, как оно работает? Точно, вот там, смотрите, в лесу повышенный кислород. И что получается? У нас получается наша кровь обогащается кислородом. Из-за этого у нас такое состояние, понимаете? И также оно работает при спазмировании наших сосудов. То есть у нас при спазмировании сосудов получается что? Нехватка кислорода. Понимаете? И тоже, я думаю, происходят эти головокружения. Могут быть вот эти головные боли там. Понимаете? Там от тревоги и так, от тревожного мозга там такие головные боли. Слава, скоро закончишь. Что мама не горюй. Понимаете, как оно работает? Что? Так, сейчас еще. Скажите в городе. Иком. Вот это все. Смотрите, Ирина. Первый момент. Это. Убирайте страх, улыбайтесь. Вот оно происходит, вам страшно, ты как бы игнорируешь и улыбаешься. У меня был период, когда я выходил с тревожного состояния, я задыхался, синдром нехватки воздуха. Полгода. Но вы не пугайтесь, я просто 10 лет в этом расстройстве был, поэтому у меня все длительное время приходилось отрабатывать. И у меня вот интересный момент, оно в течение дня было, эти проявления у тебя идут, но вот утром, вот как по часам. Вот был момент как по часам, вот только ты глаза открываешь, и все, и у тебя пошло спазмирование. Я что делал? Я даже на несколько секунд, наоборот, как бы переставал дышать, я как бы раз, замру. Потом снова, вот. Я учился не реагировать. И второй момент, я еще улыбался. Вот я задыхаюсь, а я лежу такой и улыбаюсь. Я чувствую, как вот это спазмируются мышцы, как бы вот это нехватка. Но я учусь, я не реагирую. Я понимаю, что я не задохнусь, я уже тогда понимал. И я улыбаюсь, оно какое-то время побудет, потом чик и все, исчезало. И вот так интересно у меня каждое утро. Вот этот момент я запомнил, что каждое утро и на протяжении длительного времени у меня было. Вот каждое утро как бы по расписанию. Как будто он там знает, во сколько это запускать, понимаете? Это я еще не говорю про то, что в течение дня там один из этих психосоматики, это я работал как бы ты задыхаешься. Вот здесь убирайте страх и учитесь игнорировать, не хватать этот воздух, не пытаться вот эту вот панику. Слава, скоро ты закончишь. Не воспроизводить себе вот эту панику.
Вот эти моменты. Как я и говорю, одна из задач, это основная задача, ребята, это убирать свой вторичный страх. То есть мозг пугается, мы уже так научили, потому что мы пугались. Теперь все, он пугается, ты учишься не пугаться. Ты как бы выдерживая ситуацию, учишься не реагировать ее вот этим поведением, вот это дыхание, вот эти дергания, это и есть, называется поведение. А поведение тоже формирует убеждение. Если мы пугаемся эту ситуацию, значит мозг обозначает ее как опасную. И он на нее будет каждый раз реагировать страхом. А чтобы он перестал реагировать страхом, он реагирует, но ты не реагируешь. И он потом себя считывает с хозяина, с хозяйки, поведение. И по поведению он определяет, опасная ситуация или нет. Можно трактовать, что он тебя провоцирует вот этими симптомами, а твоя задача не реагировать эти симптомы. И он тогда перестанет их посылать, он видит, ай, блин, не реагирует. И как бы перестает это делать. Вот здесь можно так на это посмотреть, так, но по науке поведение формирует убеждение, понимаете? Когда мы пугаемся, вот это поведенческое, мы все время отмечаем, что это опасность, это опасность. И вот мы в замкнутом круге крутимся. Мы поведенчески каждый раз одинаково реагируем в ситуацию. Понимаете? А чтобы изменить, убрать ее, нужно менять поведение. Менять реакцию на эту ситуацию. Все это. Так. Ребята, не забывайте нас поддерживать. Как лайками, так по возможности и поддерживайте нас материально. Потому что, да, нуждаемся. Как говорят, доброта должна быть тоже с кулаками. В переводе на современный лад тоже должна быть с деньгами. Там сзади. Иди на кухню, скажи, перезвониться через час. Маленького, Слава, маленького кармане. Поэтому, ребята, по возможности поддерживайте. И кому нравится, подписывайтесь. Не забывайте, кто новый заходит, подписывайтесь. И ставьте лайки, потому что когда вы будете ставить, то YouTube это видит, и он тогда больше открывает как бы страницы, больше людей могут зайти, он тогда как бы рекомендовать начинает наш канал. Вот как работают эти алгоритмы Ютуба. Так, еще, если еще какие вопросы, и скажите в горле, точно, дышу животом, вроде легче. Да, вот, Ирина, смотрите, дыхание животом. Интересный момент. Такой момент, там идет тогда баланс углекислого газа и кислорода, и когда они приходят в баланс, то понижается тревожность. Есть такой момент уборки тревожности. Но человек может вот это дыхание животом применять как охранительное действие. Потому что я вижу на других каналах много психологов вот это все время предлагают это дыхание животом, потом там какая-то звездочка, там рисовать какую-то звездочку. Но никто не объясняет, ребята, что бы вы ни делали, дыхание животом, там, рисование какой-то звездочки, вот это вот. Если вы будете делать это от страха, то это будет охранительное поведение. Здесь главное понимать вот этот переход между страхом, то есть делание от страха, и делание от того, что тебе не важно, этот, например, симптом, и ты от него отвлекаешься. То есть вот образно показываю, как отвлекать. Сейчас попробую даже на поведении. Попробую на поведении показать, чтобы вам лучше щелкнуло, как сказать, в мозгу. У вас тревожность, как вот на панических атаках,
как я уже потом ее убирал фокусировкой на какой-то предмет. Вот у тебя начинается, все, ты фиксируешься, там, например, погнало, вот, симптом раз пошел, что человек делает? Ему все говорят там, дыши, или там, считай звездочки, то есть, ну, переключайся. Человек, раз у него начинается, что он, раз, два, три, четыре, то есть все, он от страха пошел переключаться, понимаете, как это происходит? Слава, все пропало здесь. Он пошел переключаться от страха. Здесь ты как бы, получается, здесь переключение не от страха. Что такое переключение не от страха? Переключение не от страха, это ты как бы, вот, смотрите, ты начинаешь, ты выдерживаешь просто ситуацию, вот у тебя начинает происходить, ты учишься сохранять, вот выдерживать, у тебя раз там что-то пошло, ты вот такой становишься, вот как тебе пофиг, как каменный, ну такой вот, скажем, непоколебимый. Вот у тебя, да, происходит, это все чувствуешь там раз, и ты просто там, оп, начинаешь что-то считать, понимаете? То есть учиться переключаться не от страха, а от того, что тебе это не важно, что у тебя там происходит. Вот этот момент ловить. Но изначально вы будете больше переключаться от страха. Но понимая задачу, чего нужно достичь, потому что от страха это охранительное действие. А когда переключаешься, ты выдерживаешь, и что тебе это не важно, вот это называется переключение, не от страха. И мозг не запоминает эту ситуацию тогда как опасную, а он ее трактует как неважную тебе эту ситуацию. То есть ты ее не боишься, эту ситуацию, ты ее просто выдерживаешь, а сам мозг отвлекаешь от этого. Понимаете, вот как, к чему нужно приходить и как осознать, что есть само в своей сути переключение. Переключение, потому что все вещают, переключайтесь, только суть никто не знает и не рассказывает. Вот эту, либо эту тонкость упускают, либо не знают этой тонкости. И почему человек не может выйти, вот он приходит к специалисту, ну я переключаюсь, я так делаю, как вы говорите, я вот переключаюсь. И он месяцами, годами, а толку нету, а потому что человек от страха переключается, а специалист ему не рассказал, что нужно учиться переключаться не от страха. И все, вот маленький момент, но он очень важный. И если ты не осознаешь и к нему не приходишь, что ты в замкнутом кругу крутишься. Ты вроде и переключаешься, да, ты переключаешься, только ничего не меняется. Потому что ты охранительное действие делаешь, ты от страха переключаешься. Понимаете, вот такие тонкости, там очень важны тонкости, они ключевые. Потому что вот это, что говорят, это, как вам сказать, высота айсберга маленькая, хотя оно кажется вот большое, там переключайся, вот это вот так, переключение. А вот тонкость этого делания, как бы получается внизу скрыто айсберга. И оно большое, оно само маленькое, но значение большое имеет, понимаете, ребята? А то вроде большое, а значение маленькое имеет. Ты вроде переключаешься, ничего не меняется, а потому что не объяснили, что в своей сути понимать под переключением, понимаете? Вот как это работает. Так, еще есть какие вопросы? Задавайте. Сколько время? 19:58, сейчас только с этим эфиром. Так, все, ответил на многие вопросы. Все успокоились. Так, думаете, еще какие вопросики? Пытаюсь вам разложить. Сейчас еще раз пройду. Может где-то кого-то пропустил. Вроде легче. Ирина, смотрите. Вы, это не только вы, все люди будут зациклены якориться на своем состоянии. Это ошибка.
вот этот скайнер отслеживания своего состояния, постоянно мозг, это уже привычка, наша привычка, мы все время думаем про это, про свои симптомы, мы все время сканируемся, внимание, это уже выученная привычка. И человек, он постоянно на этом скайнере, он постоянно находится в себе, он постоянно отслеживает свое состояние, он постоянно про это думает. Понимаете, это руминация называется. Ваша задача, игнорируя эти симптомы, смехом, не пугая себе, вот симптом происходит, улыбайтесь, хохочите и отвлекайтесь от этого. Отвлекайтесь, вот считайте окна в домах, стойте там, например, или на улицу, ходите, вот идете по улице, плитка лежит, плиточку считайте, раз, два, три, четыре, пять, вслух. Считайте вслух, смотрите на эту плитку и считайте, только в обратном, считайте в обратном порядке. Не 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Потому что в мозгу готовые ответы есть. Есть уже заготовленные ответы опытом. Чтобы мозгу каждый раз не думать над одним и тем же ответом, вот таблицу Менделеева, таблицу умножения возьмите, там 6 в 6, 36. Ты уже не думаешь, он тебе ответ выдает. Чик! Правильно? Ты же не думаешь, он тебя чики выкидывает его. У кого еще там в памяти нормально сохранилось. Точно так и здесь. Ты считаешь, 1, 2, 3, 4 он выдает. У него уже там заготовленная схема, он тебе ее выливает. Там не надо думать. Вот как я рассказывал на примере, вот как человек ходит на работу. Человек ходит на работу, как правило, одним маршрутом. И у него эта схема формируется в мозгу. Хождение на работу, один маршрут. И вы можете даже заметить за собой, вы идете вообще про что-то другое совсем думаете, но он вас ведет туда, куда надо, вы идете на работу. А вот если вы поменяете свой маршрут и пойдете по этому маршруту первый раз, то вы увидите, что вы будете идти и будете сфокусированы на своей дороге. Куда вы идете, где вам повернуть надо, где завернуть. Потому что нету в мозгу, нету этого плана движения. И он сейчас его формирует. А чтобы его сформировать, нам надо запомнить. И поэтому вы идете и смотрите. И вот здесь точно происходит точно так. Если вы начнете считать не 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, а начнете считать, например, 30, 29, 28, и на каждом десятке минус 2 откидываешь, потом доходишь, например, 20, 18, 16, то вам придется напрягаться, ему придется напрягаться, понимаете? Ему придется думать, чтобы вам посчитать, вам придется думать. Вот это и есть один из моментов, мы начинаем свой мозг отвлекать, мы как бы начинаем его нагружать работой. Чтобы он про другое думал, мы ему как бы шайбы туда закидываем, чики, заставляем его думать. А так вы, Ирина, вы ходите и все время отслеживаете свое состояние и реагируете на вот это, и вот чем человек занят, он он все время находится на скайнере своем, вот в своем телесном скайнере, либо человек ходит и в голове сидит, крутит про свое состояние, Будет вот два вида, либо ты на скайнере телесно, вот ты как будто сканируешь его, там отслеживаешь, где что происходит, либо в башке своей сидеть. Вот крутить, все время такой идет как бы в башке, когда сидишь в голове своей, идет вот такой постоянный как бы мыслительный процесс. Вот тебя по кругу гоняет, ты все время думаешь, там уже вот это такой момент интересный, там уже это думание автоматически идет. Вот ты все время думаешь, я помню такие моменты, я уже заколупался думать, и я уже, стоп, хватит, вот просто тебе уже, это уже потом было, когда я уже с руминацией как бы разобрался, но все равно вот включается это думание, да, уже про что-то даже другое, ты начинаешь думать, вот, все, хватит, стоп, и отвлекаешься. То есть я уже понимал, что я начинаю думать, и мне это думание уже надоело, вот, понимаете, постоянного вот этого гоняния, мыслительного этого процесса. Ты постоянно гоняешь, думаешь. Вот.
И вот вы будете в этой ловушке. Ваша задача учиться не реагировать эти симптомы, либо говорить о себе, вот как только идет кардионевроз, некое проявление, и вы пугаетесь, и вот эта мыслительная трактовка, вот сразу как бы себе говоришь, вот не давая, обрываешь вот эту связь мыслительную, говоришь, я здоровая и сильная. Вот как только начинается, мозг фиксируется на некое проявление сразу, и эмоцию злости такой, я здоровая и сильная. Снова смотрится, раз вот эта схема начинает срабатывать, снова я здоровая и сильная, и отвлекаешься. Снова раз он как бы стягивает вот этот, ну вот эту схему, которую я рисовал, ситуация, мысль, эмоция, отражение в теле, там избегание может быть, может не быть, и снова замыкается мыслью, ой, понимаете, ой, я спасся. И вот эту цепочку рвать надо, потому что вас по кругу гоняет. Вас гоняет вот эта психосоматика, это тоже ты в ловушке вот этой цикличности, все время реагирования и сканирования своего состояния. Понимаете? Поэтому с этого замкнутого круга нужно вырываться. Нужно вырываться. С этого круга нужно вырываться. Все, так, ставьте, поддерживайте канал, ставьте лайки и подписывайтесь. Не забудьте подписаться. Да, не забудьте подписаться, сообщения. кто только недавно зашел, еще не подписан на этот канал. Если нравится, то подписывайтесь. Так, как рентген прошлись. Все точно, спасибо за информацию. Как понять состояние подавленности в голове, будто стена? Состояние подавленности. Это будет вот внутреннее такое состояние, вот как будто внутрь твоего тела тебе сапогом стали. Вот стали тяжелым сапогом, вот такая внутренняя идет, вот тебя как бы давит, понимаете? Вот это депрессивное проявление. Подавленность вот такая. И второе, эмоционально, вот эта подавленность, плюс будет апатия, понимаете? Вот такая апатия, ты не хочешь ничего. Но у меня уже было такое состояние, мне плохо было. Не то, что даже подавленность, а мне вот просто тебе так плохо, что вот реально тебе жить не хочется. Вот это не писать, это не болевые ощущения. Это совсем не болевые ощущения. Это вот, как говорят, это даже, наверное, не душа болит. Душа болит, это, скорее всего, кардионевроз, когда душа болит. А вот это состояние подавленности твоей воли. Вот тебе внутрь, ну вот это я описываю, как я могу описать, насколько я могу описать вот эти свои чувства, которые у меня были. Как будто тебе внутри тебя вот стали тяжелой таким, ногой тяжелой, вот таким, как я говорю, сапогом таким. И тебя вот просто раздавливает, придавливает, что вот ты не хочешь жить. Вот реально, вот тебе так плохо, но плохо не физически, а плохо духовно, внутренне тебе так плохо. Вот это депрессия, вот это проявление депрессивное. Неплохо, что у тебя там что-то болит. Почему люди в депрессивном состоянии, другой человек спрашивает у него, а как тебе плохо? И человек, он не может описать тому, которому плохо, а второй не может понять. Потому что это такое состояние, это чувство. А чувства, их, понимаете, чувства их тяжело описать, их как бы их тяжело объяснить. А человеку, который в этом не был, он не поймет, понимаете? Это мы друг друга понимаем, потому что я был в этом состоянии, вы сейчас в этом состоянии. Вот то, что я описываю, вы это понимаете, но
если мы возьмем и кого-то вот с улицы, возьмем с улицы и посадим, который даже, как говорят, не Б, не Мэ к этой ситуации, он вообще ни с какой стороны ее не касался, то он будет вот сидеть, смотреть вот, и будет думать, что вот здесь клуб неадекватов каких-то собрался, чепуху какую-то вот несут, вот что-то ересь какую-то, понимаете? Поэтому вот я где-то в ролике и говорил, что люди, кто в этом не был, они не могут нас понять. И зачастую вот человек, он ищет выхода, он жалуется родственникам, ну близким, а как правило ты близким, вот ты как бы жалуешься им. Но они не могут себя понять, и зачастую бывает у них потом с каким-то временем раздражение появляется, они тебя избегать начинают, либо раздражение ты вызываешь. Они говорят, да что ты прикидываешься, блин, надоел ты вот ерунду какую-то, понимаете, вот, то есть мы как бы со своей стороны уже их достаем, понимаете, то есть мы их уже доводим до вот этого рефлексорного поведения, они уже не выдерживают и начинают вот, а когда тебе так скажут, тебя обида берет, тебе еще хуже становится. Вот мне же так плохо, а вот они меня не понимают. Вот они меня не понимают, обида берет из-за того, что ты думаешь, что они же должны меня понять, как мне плохо. А вот эта ошибка в мышлении, они должны меня понять, и они меня не понимают. А как они нас поймут? Как они нас поймут, если то, что мы испытываем, оно большую свою часть визуально оно не видно. Если я буду смотреть, вы на меня, ну, например, я на вас, на тревожных, то это я сейчас уже, как сказать, опытный. То есть я могу по каким-то моментам увидеть, что у человека там тревожность, там. А простой человек, если будут на вас смотреть, по вам ничего не видно. Снаружи, по вам ничего не видно, вы обыкновенный человек. А вот то, что происходит с вами, это внутреннее. Это там, внутри вот это происходит, понимаете? Ты один это чувствуешь. Чувствуешь, вот, ну, страдаешь, вот, ну, вот это все, что с тобой происходит. Но вот эти ломки, эти подавленности, вот этого снаружи не видно. И поэтому люди, которые в этом не были, они не понимают, как плохо. Как я знаю, правила спрашивают, ты говоришь, ой, мне плохо, а что у тебя болит? Понимаете? А у человека депрессия, у него подавленность идет. У него ничего не болит, ему просто плохо внутри, его дает, ему так плохо, что задушиться хочется. Понимаете? А они спрашивают, а что у тебя болит? А ты не можешь объяснить, а у тебя ничего не болит. Тебе просто плохо, тебя давит внутри, а болевых ощущений их нету. Как при кардионеврозе, либо вот этой психосоматике, там да, болевые ощущения, а в депрессии их нету. Их нету, вот при депрессии у тебя вот все отключается. У тебя тревога, вот это все, оно как бы вырубается, вот как будто свет гасит, когда ты уже в реальную депрессию попадаешь. Потому что там два момента, вот в тревожном расстройстве попадания я уже вышел в депрессию. А как правило, человек, он еще сопротивляется, он обращается, и когда ты у него тревогу понижаешь, тогда он только в депрессию попадает, понимаете? То есть два способа выхода на депрессию. Либо депрессия будет скрыта за сильной паникой, тревогой, депрессия, либо ты уже все, вот эта паника, тревога, ты уже не можешь, то есть твой организм уже не может сопротивляться, и ты уже падаешь, ну паника, тревога, ты уже и заваливаешься в депрессию. Вот два варианта. У меня завал уже был с этой паники, тревоги туда в депрессию. Вот. А при депрессии чувств нету никаких. Тебя просто внутри дает. Ну, у тебя ни боли. Вот ты такой безэмоциональный, все, ты становишься безэмоциональный, поведенчески безэмоциональный, а внутри у тебя дает. Тебе просто плохо, и вот это плохо,
ты никому не объяснишь, как тебе плохо. Тебя только поймут те, кто это испытал и кто через это прошел. Поймут, как тебе плохо. А остальные не поймут. В их понимании плохо это ты ударился, тебе плохо или у тебя там живот болит, там диарея, болит живот и у тебя там диарея, вот это плохо, понимаете? То есть их плохо связано с болевыми ощущениями. А в депрессии наше плохо это не болевое ощущение, а это, как говорится, вот внутренняя вот эта подавленность, вот это плохо. Вот. Вот смотрите, в голове будто стена. В голове будто стена. А самостоятельная психология, а более развернуто, пишите, как вы это ощущаете. В голове будто стена. Какие бы вы еще подобрали слова синонимы? Похожие, ну, как бы стена еще, как бы вы описали. Каким бы словом еще описали это состояние? В голове будто стена. Слегка плюс апатия. Все, я понял. Давид. Ну вот этот тревожный мозг, это делает судорога. Там болевые ощущения могут быть абсолютно разные. Абсолютно разные. Может распирать, может сдавливать как обруч. Вот как обруч сдавливать. Вот берет и тебя как бы вот, как будто голову тебе обтягивают и начинают скручивать проволоку, и у тебя сжиматься начинает. Вот наоборот, обратно не разрывается, а наоборот сжимается. Там вот тяжесть, у меня знакомая описывала, вот она, по-моему, вот где-то тут говорила, как будто тебе туда положили мешок кирпичей, камней, вот как будто ты некий груз носишь. Вот она как-то описывала. У меня такого не было ощущения, вот как будто тебе груз положили. А у меня были вот ощущения распирало, вот такие, понимаете, потом оно как-то немела одна сторона, потом затылок, вот оно как давление бывало, сжимало затылок. Потом вот как мигрень одну часть переходила, даже на лицо всплывала. Потом такое ощущение было, как будто там спаялось, вот что-то оторвалось и спаялось, вот как будто два мозга слиплись, две части. Вот там такие, но я уже потом не пугался этого, я уже как будь что будет, я понимал, что тревога делает абсолютно все. И вот там она столько воспроизводит, ребята. Вот если ты будешь на моментах пугаться, блин, ты в этой ловушке будешь находиться, потому что у нее вот этих производных, там такой набор, там просто вот целую эпопею можно написать, понимаете? Там достаточно большой набор вот этих всех и головных ощущений, и телесных ощущений, там да, довольно такой большой набор. Так, кто не подписался, нажимайте подписаться и ставьте, кому нравится, ставьте лайки, не забывайте, поддерживайте лайками, чтобы YouTube рекомендовал как бы наш канал и чтобы больше открывалось. Будто какое-то, но понимаю, что это скорее тревога, либо мысли крутятся. Но смотрите, либо мысли крутятся. Мысли, вот интересно, вы такую вот фразу выдали, это либо мысли крутятся. То есть вы ощущаете, как крутятся мысли. Вот я понимаю так, вот ваша последняя фраза интересная, либо мысли крутятся. Поймите, мысли крутятся, мы их там не можем ощутить, потому что это нейросеть, это очень тонкая структура, понимаете, поэтому что там они крутятся, ты никак не можешь ощутить, потому что, у нас нету такой тонкости, чтобы мы чувствовали, как у нас мышление там ходит, понимаете, у нас такого нету. Вот
видеть мысли, я помню, видел мысли, видел у себя в голове мысли, которые приходили, вот. Вот. Я бы как бы сказал так. Поэтому видите, как люди интересно описывают. Там я, наверное, чувствую, как мысли, мысли крутятся. То есть это вот, я думаю, это работает. Вот, ну, конечно, смотрите, наше мышление это нейросеть, это электрические разряды. Электрические разряды, они там, может, воздействуют на нашу уже физиологию. То есть вот полушарии эти, это уже у нас получается что? Это уже получается структура. Ой, блин, как начинаешь, так в голове мысль не можешь выловить. То есть это уже состав, материя, понимаете? И поэтому, наверное, вот эти нейросеть, она перевозбужденная, как электрическая, такой вот, представим себе, такой, немножко провода наши искрят там. Ну, они, может, воздействуют на наш телесный этот мозг, на структуру уже именно физические эти тела, и вот он там тревожится. Вот они там как бы происходят вот эти все наши ощущения, вот эти перевозбуждения вот этого мозга, то есть он там тоже в панике, и вот все пошло. Вот у меня было такое ощущение, вот гудение было вот в голове, как и в теле, вот такое вот в теле, как высоковольтные провода. А вот в голове у тебя такое, потом уже когда болевые боли были очень сильные, я думал, вот у меня башка лопнет. Я помню, вот когда я уже дошел до той стадии, до крайней, вот все так распирало. А потом ты постепенно страх убираешь, он чуть потихоньку, он очень медленно успокаивается. Я думал, блин, как он уже мне надоел, вот этот тревожный мозг. По любой ситуации все в голове вот такое там, такое даже у меня ощущение было, как будто желе там колотится. Вот знаете, такое есть пирожное из желе сделано. То есть по нему, если вот щелбана дашь, оно так вот вибрирует, так трясется. Вот такое ощущение, как будто мозг точно так там тревожится, как желе там. Вот такие ощущения происходят. Ну, видите, здесь как бы каждый немножко по-своему видит. Вот я говорил, тревожный мозг у меня как бы было вот затылкой раздавало по спине, и ноги отдавало вот электрические разряды такие, вот как будто сверху вниз тебя током обдают. Так. Кто-то девушка описывала меня, как будто кипятком облила. Вот дальше вот здесь, вот эта амигдала, она будет тревожиться до последнего. Вот здесь темечко будет. Оно потом со всей головы будет, как бы потом меняло. С одной стороны было, потом плавало. То есть была сначала вся голова, а потом уже одна часть. Она менялась. И уже потом дальше. Вот здесь она включалась, вот как бы, вот где темечко. Вот здесь у нас находится амигдала, по-моему. Вот этот амигдала, рептилоидный этот мозг, он шишковидный такой, он как шишка. Его шишковидный еще называют. Вот он в темечке. И вот он будет последний. Он будет последний, который будет тревожиться. Вот будет именно возникать вот в этой части. Вот в этой части головы, в темечке. Это уже последний тревожный он будет. Уже когда будут потихоньку уходить со всей головы, последний будет тревожиться вот этот. То есть, как бы, вот тут включаться будет такой. Вот я помню это. Так. На голову давит как-то слегка. Плюс апатия. Апатия это вот депрессивная будет. Смотрите, с головой, с головными болями у меня есть ролик, как я работал. И вот когда у меня четко стало, я стал визуализировать себе, вот аквариумом, либо я воображал, что она у меня стекает. Вот я в ванну ставил, голову как бы опускал под воду, под кран, и она вот такими струями начинала стекать у меня с головы. Во-первых, она тепленькая, уже ощущение кожи и воды чуть-чуть отпускала. Вот когда вода лилась на голову, как бы льется, она струями стекала, я еще воображал, что моя боль это эти струи, и она как бы раз, и вот в ванной, вот в это отверстие она туда и уходит, как бы вода стекает. И я себе воображал, что это моя боль туда уходит.
И это работает, это потом начало работать, я так себе головную боль убирал. Вот этими двумя способами. Еще третий, это разговаривал с мозгом. Я ему начинал его успокаивать, образ вводил. И я даже видел, как он вот, а потом вот раз, потихонечку, вот эти, вот это жужжание, эти вибрации, они начинали понижаться. Вот интересно такие вещи. Но они происходили, я это делал. Вот так я головные боли убирал потом впоследствии. Когда мощное было, еще нет. Я еще тогда начинал тренироваться, еще не знал. Но уже впоследствии потом, когда я не пугался, она уменьшалась. И уже потом я такими способами стал убирать головные боли, таблетки от головы. Может, пару раз пробовал пить такие, типа, таблетки каких, жена часто, фенибут фенибут это не то, как-то, вот что от головы для расширения сосудов, пью там какие-то таблетки, вот, я пару раз, ибуфен, вот, типа ибуфена, вот, я пробовал пару раз, может работает, может, от сильных там ничего не работает, я помню, куцепин пил, он меня не брал, я выпиваю, а он меня не берет, а куцепин, это, по-моему, нейролептик, вот, я уже четко вам не скажу классификацию, такая маленькая красненькая таблеточка. А она, по идее, должна была мне полностью нейтрализовать вот эту гул сильный. А она меня просто не брала. Я выпиваю, а он еще сильнее тревожиться начинал. Вот настолько у меня тревожный мозг был. Вот, напряжение будто какое-то так, да, вот что-то такое. Еще такой вопрос. Из-за тревоги может не быть цели жизни и мотивации. Конечно, тревога, она, ребята, есть такая книга Роберт Лихи, да, там у него целая трилогия, это там не одна книга, там их на 8, и одна из книг, я где-то в своем ролике еще говорил, в первых своих книга называлась «Если вы не справитесь с тревогой, то тревога расправится с вами». То есть тревога обязательно выведет, как правило, в депрессию. Вы уже будете в депрессии, но пока за тревогой, то есть вас еще страх гонит, страх, вы ее не замечаете, она прячется. Она вот за спиной ходит, вот тревога ходит, а она прячется у тревоги за спиной. То есть вот у вас высокое еще идет эмоциональное перенапряжение, страх, тревога высокая. Вот пока вы сфокусированы на ней. А депрессия, она уже сзади, она уже за шторой, она уже прячется. И как только вы начнете понижать страх, тревогу, вот уровень начнется ниже, тут начнет выплывать депрессия. А у вас уже депрессивные вот эти симптомы, это и есть депрессивные симптомы. Вот это апатия, вот это ничего не хотение, оно даже ты можешь чувствовать. Депрессия, оно отличается от такой хандры, такого лени, это не то. Депрессия, вот как вы описываете, это уже депрессивное, да, это депрессивное проявление, она будет прятаться за тревогой. Вот. Вот это не читал. Какой? Вадима. Я перестал бояться сны кошмарные, не стал на них реагировать, но они никак не проходят. Их и кошмарными то назвать нельзя. Они какие-то нереалистичные. Пройдет ли это? Помогал я одному парню, вот у него, смотрите, есть люди, у которых очень развита визуализация, то есть мысли приходят голограммами, картинками. Так мысли приходят как речевая структура, но есть, скажем, такой класс людей, у которых мысли приходят картинками. Вот эти обсессии, например, приходят именно изображениями. Вот у него, он мне рассказывал, что ночью вот у него вот эти кошмары, ночью вот это все гоняется.
пройдет, у него прошло, значит пройдет и у вас. То есть это все эмоциональный фон, это все вот наши страхи, вот это вот, понимаете? Смотрите, что такое ночь? Что такое ночь? Ночь это продолжение дня. То есть, смотрите, мы за день загружаемся информацией, загружаемся, а ночью мозг ее перерабатывает, понимаете? Когда мы спим, мозг ее перерабатывает, эту информацию. А если мы загружаемся день страхами, то мозг-то страхи там и обрабатывает, понимаете? Когда ну, вы якобы заснули, но тревожный сон особо сном назвать нельзя, ты все равно поверхностный. Ну, ты вроде бы как отключен, спишь, а твой мозг вот эту информацию, что ты за день набрал, он ее там обрабатывается, то есть на что он там смотрит? Он смотрит твои вот эти страхи, там картинки, то есть они там производятся, рисуются в мозгу. У меня тоже были такие моменты ночью, вот я даже помню такой переход был, вот ты как бы переходишь с бодрствования, вот эта фаза перехода провала в сон, вот этот момент именно ты еще как бы в сознании, но уже и вот наполовину в отключение уходишь. И вот именно на этом перевале ты вот как будто переходишь, и вот бах, у тебя все, пошли картинки, то есть вот ты попадаешь в какой-то попадаешь в образы вот эти, как будто вот там что-то за тобой гонится, ну вот такое вот, что-то такое неприятное, страшное. Я помню еще, вот ты раз туда, вот проваливаешься, оба страхи пошли, я назад как бы, бах, вот, ну знаете, как бы не провалился туда. Но может это уже у меня опыт, когда я уже владел своим мозгом, не знаю. Я потом раз на бок переворачиваюсь и начинаю себе осознанно внедрять как бы хорошие картинки, море, например, и начинаю думать про море. Вот я себе визуализирую его, как бы море. То есть я как-то, ну это уже было потом, уже как бы на этапе уже полного этого выхода, вот такие проявления были, я уже когда выходил, поэтому, ну вот это такой момент, он у меня разовый или два был, такие моменты, вот таких страшилок. У меня даже ролик есть, вот страхи. У меня есть ролик короткий, как-то я называю, как-то он у меня назывался страх, как бы, вот не помню точно, то ли страх объяснимый и необъяснимый страх, вот что-то вот в таком смысле я его назвал. В нашем, там найдете в библиотеке, он короткий там ролик, вот именно про страхи я рассказывал. Какие у меня были страхи, как они там появлялись, вот эти страхи. Ну вот ночное мышление это продолжение дня. И соответственно, если мы живем на стрессе, то и ночью нам снятся кошмары. То есть мы продолжаем эту жизнь, но во сне мозг ее обрабатывает, эту информацию. Ну так, вот это я ответил на вопрос тревоги, может не быть цели в жизни мотивации. Да, вот это вот депрессивный такой момент. Ну, я думаю, если вы в тревоге долго, то это уже вот депрессия идет. Ну, есть такое еще выражение самовыгорание, но это, я думаю, не к вам. Самовыгорание это тоже на момент, но там ну, такой апатический, такой апатии чисто. Но апатия, думаю, будет немного различаться с депрессией. В депрессии присутствует подавленность, внутренняя подавленность, а при апатии у тебя такой подавленности нету. Апатия это как бы нежелание такое. Ну вот ты не хочешь обыяковость, но внутренней подавленности нету при апатии. Ну это с моих соображений, потому что я знаю, что такое депрессия, как бы был у нее и ощущал, и вот это мое умозаключение между депрессией и апатией. Поэтому например, как говорят, выгорание, профессиональное выгорание, то там будет, я думаю, больше апатия, вот такое состояние апатии, нежелание вот этим заниматься такое. Вот. Депрессия это будет смешано с подавленностью, тебя именно вот так будут давить внутри еще.
Не, оно качелями, вот 4 дня было нормально, сегодня такое что-то. Ну вот, и смотрите. Я когда с депрессии выходил, я в полной депрессии, когда попал, вот полностью, тебя каждый день давит. Тебя каждый день давит, ты все время тренируешься, ты... Я возвращал серотонин, потому что мозг перестал у меня вырабатывать серотонин за эти долгие годы, понимаете? И мне нужно было его вернуть. Что такое наше настроение? Это серотонин дает настроение. А у меня мало было, я в стрессе прожил долгие годы. Поэтому мозг перестал его вырабатывать. И он как бы, когда ты живешь на стрессе, то мозг перестает его вырабатывать, он считывает с твоих эмоций ситуацию, а в боевых действиях ты там не смеешься, серотонин не надо, понимаете, ты постоянно в напряжении. И поэтому он перестает мозг вырабатывать нужный уровень серотонина. И потом я понимал, что мне его нужно вернуть. Мне нужно снова активировать выработку этого серотонина, чтобы мозг снова стал его вырабатывать, понимаете? А зная, как это делается, я постоянно это делал. И это было, ну, скажем так, с глубокой депрессии я вырулил за 2 недели. Вот уже с лежачего состояния я вырулил за 2 недели. А потом вот ты попадаешь на качели. Но это постепенный процесс. У вас момент качели, и вам то нормально, то вас подавливает, то нормально, то подавливает. То есть вот это у вас неустойчивость, вот этот депрессивный момент, я его называю качели. Качели. Когда ты выравниваешься, вроде нормально, а потом тебя продавливать начинает. Потом ты снова выравниваешь, потом тебя снова продавливать начинает. То есть такой вот волнообразный, как качели. Вот я называл как качели, то так, то так, то так, то так. Я их качелями назвал. Вот у вас качели происходят. Ну, качели это мой термин, это мой личный термин, которым я обозначил вот эту ситуацию, назвал это качелями. Вот, боитесь слова депрессия. А возьмите специально вот это слово, проговорится мультяшным голосом много-много раз, но не обдумывая его. Депрессия, депрессия, депрессия. Представьте, что вот мультик такой был, попугай Попка. И вот он так вот. Таите, таите, таите. И вы вот это слово депрессия, депрессия. Представьте, что это попугай вам это слово каркает, 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 каркает. Слова и мысли на нас действуют, когда мы с ними сливаемся, когда мы их серьезно воспринимаем, понимаете? Вот там такой мозг интересный такой у нас там парень, он там такие вещи может творить, вот. Поэтому вообще мозг интересная штука, конечно, очень интересная. И вот восприятие как ситуации, так и мысли идет от нашего. Это же мы воспринимаем это. То есть это просто мысль, но как мы ее воспринимаем, как мы ее реагируем, вот эту мысль, понимаете? Это интересные такие вещи. Эта мысль на нас действует, да, депрессия, но это же всего лишь мысли, понимаете? А как мысль на нас действует? Интересный момент. Так, еще какие вопросы есть? Если есть. Так, ставьте лайки, поддерживайте канал. Кто не подписался, нажимайте подписку. Нажимайте подписку, кому интересно. Ну, не забывайте, да, поддерживать нас с как бы с материальной стороны тоже, да. Так. Суицидом страх сразу берет. Страх. Но смотрите. Вот то, что вы мне пишете, это слова, правильно? Но сразу вам пришли мысли, вы мысли трансформировали в слова. То есть написали в речь слово. Что такое слово? Вот мы говорим это слово, а изначально что приходит? Мысль. Потом мысль трансформируем в слово.
Вот я как-то интересно, ну, на днях беседовал со своим специалистом, с которой я работал, она со мной работала. И у меня такой вот вопрос интересный, но я вам сейчас буду запутывать. Вот над такими вещами думаю, вот мысль и слово это одно и то же или нет? Или мысль есть мысль, а слово есть слово? Вот интересные вещи, понимаете, такие. И если подумать, это мое мнение, вот мое мнение. Я думал, размышлял над этим, что может быть и так, и так. Мы же не говорим, и мысли нам могут прийти, к нам могут прийти, но когда мы что-то читаем, вот, например, все вы в школах читали книгу, верно? Вот книжки говорят, читайте вслух, вот, то есть ты извергаешь слова от себя, то есть ты их от себя отстраняешь. Там, ехал, как-то там, ехал детка на коне, а на возе баба. То есть, когда ты читаешь вслух, то слова, вибрации идут как бы от себя. Ты, получается, как бы слова выносишь, да? И на возе баба. А когда ты читаешь про себя, вот, например, вот попробуйте. Когда ты читаешь про себя, то вот эти слова не у тебя в мозгу, ты вот их как бы видишь даже. Вот если вы обратите внимание, вы увидите, когда вы проговариваете вот то, что вы читаете, то оно как-то в мозгу дублируется, понимаете? Поэтому здесь такие вот интересные вещи. Мысль – это слово или нет? Или мысль – это тоже слово? Понимаете? Ну, это вот такие вещи тонкие. Я могу, вот если закрутить, да, вот в это полезть, то начнут мозги подплавляться немного, потому что ты раз начинаешь, и ты начинаешь проверять, вот ты начинаешь говорить и наблюдать, вот смотреть себе в голову, как это происходит, понимаете? А мне пришлось с этой вещью столкнуться, вот парень в сложной ситуации был, и он вот мне такие вопросы задавал, понимаете? Вот там такие хитросплетенные вопросы, а мне нужно было проанализировать, осознать вот, ну, из своего опыта и объяснить, как эти вещи происходят, так ли это или не так, понимаете? А он все время сам себя пугал, вот он зацикливался на себе. И все время вот мне вопросы такие задавал, а это то или не то, а это так или не так, понимаете? Там вот такие моменты, вот человек, вот он все время за собой наблюдает, как у него что происходит, и вот он неправильно трактует, начинает вопросы задавать, а такое может быть или не может быть. И все, и тебе приходится проанализировать, дать человеку ответ, что это так происходит, либо не так происходит. Может такое быть, не может такое быть. Вот такие интересные моменты. Вот смотрите, человек не может на тревоге подумать. И человек думает, что у него мысли пропали. Вот представляете, у меня пропали мысли. Говорит, у меня мысли пропали, у меня нету мыслей. Я объясняю, у тебя нету мыслей, во-первых, потому что человек на тревоге не может сфокусироваться, он не может подумать. И второй момент, ты не наблюдаешь свои мысли. Человек может наблюдать свои мысли, а может их не наблюдать. Вот кто в тревожном состоянии часто зацикливаются, они видят свои мысли, понимаете? И там надо научиться это делать, потому что у человека есть обсессии отличать, негативные мысли замечать, убирать. Понимаете? И ты приобретаешь такую способность видеть свои мысли. Понимаете? И человек потом начинает, кто в ОКР, он начинает перепроверять, есть у него мысли или нет у него мыслей. И если, не дай боже, он увидит, что у него нету мыслей, все, у него паника, он говорит, человек говорит, у меня мысли пропали, все, я там, ну, я схожу с ума, мои мысли куда-то пропали. Ну, вот такие вещи, понимаете, закрученные такие вещи. Вот, видите, как я зацепил на разговор. Так, думаю, что мысль это мысль, а слово это слово. Ибо если мысль пришла, ей же можно не сказать. Ее можно не сказать. Да, мысль можно не сказать. Не сказать.
Ну так тогда второй вопрос. А как слово оказывается в голове? Если это слово, правильно? А как оно туда залетает туда? Ну вот я говорю слово про себя, какую-то речь говорю, и у меня оно в голове. Вот я как бы про себя говорю, то есть я в голове себе говорю. Ну вот такие вещи вот интересные, мысль и слово. Оно может как бы и так, то есть вот когда ты в себе говоришь, то в принципе это же тоже мысль в голове, правильно? Это же мысль. Слово это вот то, что мы как бы отвергаем от себя, вот эта вибрация, то, что мы производим языком, как бы вибрация слова. Вот то, что я говорю, вот эта вибрация, это слово, правильно? А если оно уже в голове, то это по идее мысль, верно? Поэтому вот психология интересная штука. Так, есть еще какие-то вопросы? Поэтому вот таких тем интересных я могу как бы развивать. Вот. Я много, когда выходил, я много анализировал, думал, как оно, что устроено. И оно, что интересно в психологии, может быть и так, понимаете? То есть иметь два значения. И так будет правильно, и так будет правильно. Еще скажи, пожалуйста. И вот интересно такую вещь, вот я хочу встретиться еще со своим Попозже позвоните, я чуть-чуть занят, я вам потом хорошо все расскажу, просто сейчас смотрите, не могу разговаривать. смотрите, что я хотел рассказать. Вот встретиться со своим специалистом, с которым я работал, она у нас очень такая, ну, для меня очень грамотная девушка, она в ассоциации КПТ Беларуси сейчас они состоят, у них организация, ну, то есть вот не организация, а сообщество, вот именно белорусов КПТ, она как бы там, она очень, ну, для меня очень умная она, вот, и мне вот с ней очень интересно, может, когда-нибудь мы с ней переговоры проведем, когда больше будет подписчиков, и как бы мы вот такие будем беседы с ней проводить. Мне даже самому вот я иногда как бы не получается, но думаю как бы с ней встретиться, вот именно пообщаться, чтобы она еще где-то мне объяснила, рассказала вот такие вещи, понимаете? Поэтому планы у нас есть, ребята. Ну, блин, тяжело нам финансово сейчас. Это, конечно, немного прибивает вообще. Целый год посвятили, блин. Посвятили, как бы измотались, а поддержки не с той стороны, как бы люди не понимают. Но я думаю, к сознанию придут. К сознанию придут. Поэтому проекты есть, но как бы времени и финансов на реализацию этих проектов, как бы оно сами вот эту цепную реакцию, когда ты деньги как бы расходуешь, а не зарабатываешь, как бы, как вам сказать, доходы, расходы превышают доходы, ты на низ идешь, конечно, у тебя это как тоже грузом становится таким, понимаете, поэтому, ну, творческий человек, он должен быть независим ни от чего, тогда вот ты, мозг, он развивается над этим, потому что ты посвящаешь только этому делу, как бы себя этому делу, ты продолжаешь дальше развиваться, понимаете, психология, там все время нужно развиваться, то есть быть в этой теме. Почему? Потому что наш мозг устроен так, если ты этими знаниями не пользуешься какое-то время определенное, то мозг их начинает стирать, понимаете? Мозг убирает, потому что ну тебе же не надо, он эти нейросети начинает убирать. И почему ты вот тебе и там надо сейчас быть, и там быть, и я пытаюсь вот эту струю не упустить, свои знания, чтобы там полностью они не стерлись, то есть пытаешься их постоянно поддерживать, оно очень тяжело, как бы, как говорят, вот усидеть на двух стульях, и там, ты постоянно вот в этом невротическом таком дергании, понимаете, и там не получается, и тут не получается. И ты вот на таких качелях, тяжело долго выдержать. Но хотя я уже держусь, мы держимся больше года, а это время
Это большое время, а я за счет КПТ держусь, понимаете? Но вот мы обращаемся, но нас никто не слышит. Вот, ну, вообще у нас никто не слышит. Понимаете, вот этот путь становления, это самый тяжелый путь, пока ты выйдешь на другой уровень. Тем более, YouTube, я думаю, нас будут сейчас торпедировать вот конкуренты. Они специально будут как бы сбивать канал. Ну, мы сделали выводы, вот эти предположения, путем через жалобы будут пытаться не дать ему подняться, понимаете? И вот для нас это самый тяжелый путь сейчас. Мы проходим. Вот. И чем дальше у тебя запасы, у тебя меньше резервов остается, а чем меньше, тем у тебя больше напряжения начинает появляться. Уже думаешь, блин, да ё-моё, ну такие тоже, вы не думаете, что оно здесь все легко, понимаете? Мы там у нас там качают бензоколонки там и так далее, зарплата идет, ничего, оно так у нас не происходит на самом деле. Поэтому вот такая ситуация. Ну ладно, как говорится, немного пожаловался. И хватит. Вот. Не было бы мыслей, не было бы реакции. Чему тогда пугаться? Пугаться, да. Но не было бы мысли, не было бы реакции. Ну, тут тоже такая интересная вещь. Ну, вот эту схему рисуют, да, ситуация, но пугаемся мы ситуации, понимаете, пугаемся. Там вообще в психологии, там оно и так, и двойные, вот, например, вот возьмем этого собаку. Мы пугаемся, почему пса? Ну, бегит пес. Ну, выходишь ты из-за угла, резко выскакивает пес, что у тебя испуг. А почему? Потому что, первое, неожиданность, неожиданность, рефлексорная защита. Второе может быть, что у тебя есть в мозгу, убеждение. То есть пес это опасно, он может укусить. То есть у тебя есть такой партер. И когда ты выходишь, все, в мозгу закреплена, что пес это опасно. Тоже идет реакция, верно? Но тоже реакция, она как бы может быть, тоже, оно там интересно зависит от убеждений. Один может как бы реакция быть напасть на пса, а второго реакция убегать от пса, понимаете? И мозг это так быстро срабатывает, там идет рефлексорно, но именно эта рефлексорность, она, я думаю, работает вот тоже, как говорят, от характера человека, как бы, либо от убеждений, либо от убеждений, вот как мозг среагирует на стрессовую ситуацию, которая происходит мгновенно. Вот тяжело приугадать, понимаете? Любому человеку тяжело приугадать, как он среагирует на стрессовую ситуацию мгновенную. Кто-то обмякнет, кто-то побежит, а кто-то наоборот начнет этого собаку зубами грызть. То есть он наоборот на него бросится, на эту собаку. То есть вот такие интересные вещи, но сам факт, да, вот эта ситуация, мысль, потом идет мысль, эмоция, реакция в теле поведенческая, дальше идет поведение, то есть избегание там и так далее. Но тоже, понимаете, мысль возникает от ситуации, автоматическая мысль от наших убеждений, понимаете? Если мы убеждены, что это опасно, то мысль дает опасность, то есть это собака, мысль возникает, собака. Все, а собака что у нас? Там запомнилась опасность, понимаете? Но у нас же там мы запоминаем не мысли, а мы запоминаем там образы. У нас там вот образы загружены, да, правильно? И что интересно, что образы, вот как Татьяна Черняховская говорит, кружечки могут быть большие, могут быть поменьше, могут быть маленькие. То есть не то, что там одна кружка, а даже размеры кружки загружены, понимаете? Запахи где-то там хранятся у нас. А как мы можем от запаха, вот смотрите,
вам знакомый запах, там, который был 20 лет назад, запах. И у вас воспоминания приходят через запах. А значит, что получается? Где-то там и запахи хранятся. То есть, это вот такие вещи интересные. Такие очень интересные, и очень они могут закручивать человека, понимаете? Если ты не подготовлен к этому, то можно закрутить. Ну, там, конечно, ничего не закрутится, просто тревожность вам раскрутить вот такими пониманиями, вот такими слаживаниями, выстраиваниями речи, структуры вот эти, как так. Вы просто про это раньше никогда не думали. Вот то, что я чуть-чуть начал вам накидывать, вы просто раньше про это даже и не думали, правильно? А каким образом у нас там мы знаем про кружечки, какого ну, размера? Мы же про это не думали никогда. Чему тогда пугаться? Не было бы мыслей, не было бы реакции. Вот дело-то и в том, что, смотрите, мысль появляется после образа, после ситуации, понимаете? А образы у нас там сформированы, они там у нас находятся. И мысль, по большому счету, это промежуточный момент, мысль, понимаете? Мозг реагирует на образ. А мысль это промежуточный момент уже до реакции, как бы, понимаете? То есть промежуточный до реакции, но что интересно, что мысль несет важный момент именно в работе с этим состоянием. То есть нужно работать с мышлениями, именно работать по мысли, отделяться от этих мыслей. Вот интересно такая вещь, понимаете? Но это я со своих соображений рассказываю, вот я складываю ребус, представляю, как это происходит и выдаю свои умозаключения. Но я думаю, это так и будет. Почему? Я часто думал, делал выводы, но я не учился там, в институте не заканчивал, понимаете? Но делая выводы, я потом находил материал, мне попадался материал, и там обрисовывалось точно так, как я думал, что оно происходит. И такое подтверждение находил, не то что специально искал, а мне как бы раз интернет выдавал, вот чисто случайно, раз какой-то ролик, я смотрю, оба, там через 2 дня, через 3, про что я думал, как я слаживал, так мне ролик, вот этот расклад и выдает. И это было не раз, и поэтому я думаю, что я правильно думаю, потому что раньше я свои подтверждения проверял не специально, я сталкивался, но это было точно так, как я думаю, понимаете? А ты все равно вот эти выводы делаешь из своего опыта, из своих знаний, потому что я читал, я изучал, меня многому Анна научила, то есть специалист, который со мной работал, она много чего мне объясняла, рассказывала, потому что много копался, ей вопросы задавал, она мне объясняла, как это, что это, куда это. И я это все вот у меня в мозгу отлаживалось. Но это при том, что я в институты не ходил, понимаете? Мне все дал интернет, и она дала мне свои знания. Она училась в 3 местах. По-моему, Россия, Беларусь, еще она в США училась. То есть насчет учебы она училась, можно сказать, во всем мире. У нее целый багаж информации, понимаете. Она сейчас диссертации пишет, работы научные пишет. Одновременно совмещает там. Они ездят на как их называют, когда группы как-то на семинары, вот понимаете, опытом они как бы обмениваются опытом, там последние разработки, кто как думает. Такие, конечно, интересные вещи, но я туда не вхож, почему? Потому что, я говорю, финансовая сторона, это туда идти, нужно идти, это первое, нужно как бы иметь деньги, потому что ты, как вам сказать, там же тоже все как бы то платное, а тут же еще и жить надо, понимаете, еще и семью кормить, и, скажем так, немало денег надо, поэтому я вот такой, она меня научила самообразованный, скажем так.
нужно научиться жить без мыслей. У вас хороший вывод, но чтобы вы понимали, у человека мысли, они круглосуточные. У человека в сутки проходит, по-моему, 65 тысяч мыслей. 65 тысяч мыслей в сутки проходит у человека в голове. Поэтому, когда человек думает, что у него нету мыслей, он заблуждается. У него есть мысли, просто он их не видит, он их не наблюдает, он не ведет мыслительный процесс. Понимаете? А мысли у человека есть всегда. Они там приходят, уходят, крутятся. Вот. И 95% мыслей у человека в сутки повторяющиеся мысли. Повторяющиеся. То есть у тебя каждый день в течение дня повторяются мысли. Они вот так это происходит, понимаете? Вот, поэтому это заблуждение, что чтобы у меня не было мысли, это невозможно. Это невозможно. Вот. А для сохранения энергии мозг устроен так, что когда мы думаем, ведем мыслительный процесс, мы напрягаемся. Мы напрягаемся, когда мы думаем. А когда мы не думаем, вот то, что называется мы не думаем, и человек думает, что у него нету мыслей. Он просто не ведет мыслительный процесс, он не наблюдает эти мысли, как бы, понимаете? И поэтому ему кажется, что нету мыслей. А ненаблюдение мыслей это для сохранения энергии, чтобы мы не уставали. Вы представьте, если вы с утра до вечера будете думать, вы к вечеру устанете чисто от того, что вы думаете. Это как физически траншею копать, это то же самое. Если мы постоянно копаем, то мы устанем. Нам нужно покопал, отдохнул, покопал, отдохнул. Вот так и мозгу. Подумал, отдохнул. Ну вот как-то так оно происходит. Выше гляньте, не было бы мыслей, не было бы реакции, чему-то допугаться. Но, к примеру, боль в области сердца, мысль, инфаркт и так далее, тревога, поведение. Но если убрать мысль, цепочка рвется. Все правильно. Смотрите, если убрать мысль в каком понимании, чтобы у меня не было вообще мысли после ситуации, правильно? Можем ли мы так убрать? Конечно, не можем, потому что это природой так и сделано, и сформировано. Убрать мысль, мы можем отделиться от этой мысли. То есть прервать вот эту цепочку через отделение от этой мысли. Понимаете? Не в прямом смысле, вот я мечтаю, если бы вот не было мысли, то было бы классно. Мы мечтаем о том, чего невозможно. А вот прервать цепочку мы можем, которая ведет потом к эмоциональному проявлению, то есть телесному проявлению. Мысль, потом отражение в теле, эмоция. То есть если мы отделяемся от мысли, обсекаем ее как бы, то нету продолжения в тело, как бы, понимаете? Вот этот момент я где-то видел Татьяны Черниговской, коллега выступал, и вот он сказал такую версию, что от мысли до реакции в теле вот этот импульс происходит 1,5 секунды. То есть через 1,5 секунды после мысли происходит реакция в теле. И я думаю, потому что я когда работал с кардионеврозом, что вот ты в этих 1,5 секунды обрываешь вот этот импульс цепочку, то есть думая сразу про другое, например, мысли, сейчас снова будет инфаркт, мысль появилась, сейчас снова будет. И ты вот, я здоровый и сильный, ты как бы эмоцию вызываешь, представляешь себя здорово, то есть ты мозг, то, что он называет простым языком, переключаешь, получается ты, скорее всего, цепочку рвешь. Вот эту 1,5-секундную цепочку импульса, который сообщит тебе в тело, в эмоцию. То есть там сожмется тело, занемеет рука. То есть вот эту, ты рвешь вот эту цепочку. Цепочка рвется, работа с мыслями, бьешь в мысль и в поведение. Вот эти две точки, работаешь по 2 точкам. Но когда у тебя сильный страх, ты с мышлением ничего не делаешь, потому что ты не сможешь там подумать, у тебя отключается все. Там только работаешь поведением. А когда уже доходишь в 6-бальную, примерно 7-бальную тревогу, ты уже можешь соображать, и уже вот эта цикличность быстроты, она уменьшается, потому что на сильной тревоге и страхе мозг еще устроен так, вот даже можем замечать, у нас ускоряется мышление. Для чего? Чтобы
решение быстрее принять, ускоряется мышление. А что такое мышление? Мышление это передвижение нервных импульсов, то есть нейросети, то есть ускоряется нейросеть, получается, вот нервные импульсы. И поэтому, я думаю, когда ты в начальной стадии, ты просто не успеешь там ничего не сказать, потому что импульс намного быстрее, там может быть не 1,5 секунды, а доля секунды быть. Понимаете, такой момент. Так, ну все, будем заканчивать, все, давай. Я сбросил, подожди. Будем заканчивать наш эфир. Все, кому нравится, ставьте лайки, поддерживайте канал, подписывайтесь, не забывайте. Все, больше пишите в чатах, в Ютубе, он тоже анализирует это, и когда вы